Виктория. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Вика, что ты видишь? Я в моем рабочем пространстве. На счет 3 ты найдешь эфирное тело Марии. Мария. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Я вижу, что она делает такие движения, как будто бы хочет вырваться. Такое впечатление, что она сзади, ее кто-то держит руками. За руки, за локти. И я вижу, что сзади нее стоит какая-то сущность темная со спиной. Она черная. Да, я считываю ее ДНК в первую очередь. Это Мария. Я говорю Марии, чтобы она отодвинула ту сущность, тот дух, который сзади находится. Он уменьшился и ушел. Пока он ушел и находится вот как будто бы с правой стороны. Она на него посмотрела, и он ушел. Но нужно будет... Да, руки она вот так вот делает, то есть освободила руки. Это она. Мария, да? Да. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Да, она просто просит помочь ей. Она разрешает. В каком состоянии ее эфирное тело? Оно с правой стороны, вот здесь, как будто бы отгрызли кусок. То есть идут повреждения на эфирном плане. С левой стороны идет воронка. Вот так вот энергосфера пробита. Также энергосфера пробита. Вот это оно такое идет воздействие со стороны колдовства. И вот когда я это вижу, я слышу одно и то же слово — технократия. То есть это такое, как слюда, как сразу такое идет ощущение мороза, замораживания, а там дальше, глубже, откуда оно идет, там такие геометрические неправильные поломанные формы и черный цвет вперемешку с какими-то металлическими, и идет такое ощущение трансформера. И я вижу, что там трансформируются энергии и сущности, которые находятся в этой, за этой черномагической, технократической матрицей. Они меняют свою личину, чтобы обмануть. Они меняют свой вид. То они показываются как птицы, пауки, какие-то насекомые. Но суть у них одна. Это все же то же самое. И с левой ноги, это тоже обычно после этих сеансов,
Горе известных, да, идет просто к ноге, к левой ноге подключка, такая бомбочка. Я вспомнила, где это я видела. Это пауки делают такие шарики, а в этих шариках размножаются маленькие Кокон, паучата. да? Да, но кокон черный. И вот такой черный кокон, он у нее к левой ноге. Мгм. И от этого кокона идет такая подключка и побольше кокон. То есть это пирамида власти этой цивилизации технократической, которая пришла. Мгм. Также есть, вот, как обычно, то есть это называется дубль 2, картина та же, всех одинаково. В правой руке как будто бы рука поднята, держит такую черную вуаль, которая связывается с этими всеми воздействиями. И там сектор подписания контрактов. Я Мгм. прошу, да. Я спрашиваю Марию, видит ли она, что она подписала контракт, потому что на самом деле никто не может вторгнуться в пространство другого существа, если он не разрешит это. Чтобы она, я прошу, чтобы она показала, когда она подписала контракт. Ну, я вижу тоже картину, как будто бы она опускает письмо в почту, почтовый ящик. То есть во Записывается время... поселиться. Да, да. Я спрашиваю Марию, знает ли она, когда у нее произошла эта подключка. И она показывает уже левой рукой, и она говорит в конце сеанса. Да, во время, вот почему, это хитрая технократическая уловка, чтобы человек с доверием идет, пошел на сеанс, доверяет людям, хотя это как раз ошибка, потому что я вижу, что не все люди подключены. То есть человек все-таки ответственный за свое состояние. И то есть это называется попустительство. То есть когда человек какие-то 100% душа, подсознание давало какие-то внутренние посылы, какие-то знаки, но человек как-то не реагирует, вмешивается разум, да, какие-то ставит аргументы, и человек идет на этот шаг. Но с другой стороны, ничего страшного не происходит. Почему? Потому что когда человек заражается каким-то вирусом, то вырабатывается иммунитет. Иммунитет человек не может выработать на гипотетический вирус, например. И сейчас мы покажем Марии, как она выработала уже иммунитет и как она с этим легко может справиться. Ну, для начала нужно расторгнуть контракт. Хочет она это сделать? Да, она хочет сделать. Я вижу, что в тот момент, когда она это делала, ее рука почернела. То есть она как бы прикоснулась к этой темноте. Я говорю, что она может войти в тот момент, в той временной отрезок, именно когда она давала заявку на этот сеанс. И она может отменить, расторгнуть этот контракт, убрать с этого сеанса. Сеанс как бы был, но без известной нам персоны. То есть она может туда, в эту... Она расторгает контракт, сейчас скажу все по порядку, Мгм. отдает, и она уходит. Эта мадам уходит.
Я говорю Марии, что она может взять чистую, чистейшую энергию, которая она может пойти в тот момент, когда в нашей Вселенной не было зла. Она может пробудить эту свою генетическую память, раскрыть, вскрыть эти, я вижу это как черные шарики, которые скрывают эту прекрасную энергию. У нее так красиво видно, вскрываются такие шарики черные, а оттуда прорастает энергия. Она как фрактальные цветы. Я говорю, что она вместо этой дамы может поставить энергию, священную энергию чистейшей Вселенной. Мгм. Кому-то очень плохо стало сейчас. Кому? Как говорится, догадайтесь с 3 раз. Какая Сейчас, жалость. да, сейчас я смотрю, что происходит, и я вижу, что Мария показывает на сердечную чакру. Что там? Идет вот это воздействие этой матрицы, как лед. Мы так ее будем сосулька называть. Оно имеет такую треугольную форму, пористая такая фактура, как будто бы это или слюда, или такой лед, который, ну, весной такой лед бывает пористый, но он имеет такие стрелы, однонаправленные в одну цель, в сердечную чакру. Я говорю Марии, что это ее пространство, она может эти энергии на самом деле, все, что находится в ее пространстве, принадлежит ей. Она может взять и изучить эти энергии. А сейчас я говорю, чтобы она взяла эту энергию, которая скрыта в ее недрах, чтобы она вскрыла свою генетическую память и достала ту энергию с чистой вселенной до прихода зла, до прихода врага, скопировать эту энергию, код этой энергии, и в этот код внести вирус, который будет работать таким образом, что Мария отправит эту энергию, которая пришла откуда-то, она отправит туда по всем каналам, по всей иерархии, но уже с этим вирусом, который будет работать таким образом, что будет разрушать эту матрицу, эту технократическую враждебную матрицу, и будет ее переделывать. Вот эти цветы фрактальные, я вижу, как они начинают обращаются против этой структуры, и они расцветают, и эта структура начинает крошиться, опадать. Я говорю, что Мария сейчас это все доделает до конца на счет 3, а сейчас пусть она запрограммирует, что тот, кто виновен, кто стоит в самом первом звене, поближе к ней, будет первым заражен этим вирусом на самоуничтожение этой техномагической матрицы, и он будет возвращаться по всем своим каналам обратно и заражать всех, и все энергии, и все структуры этим вирусом саморазрушения зла. Хорошо. На счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Да, сейчас я вижу, Получилось? как у нее, да, из сердечной чакры, как фонтан пошел. Я говорю, чтобы она выталкивала все эти энергии, все, что ей не принадлежит. Вот, поднимается вверх. Я говорю, все, что осознанно, уже начинает растворяться. Его нет в ее пространстве. А все остальное будет там работать уже без нее. Сейчас разбираемся с этой черной гирей, с этими пауками.
Я говорю Марии, что она может считать информацию, скопировать. Это ее пространство, и эти энергии принадлежат ей. Она их скопировала. Я говорю, что сейчас она может внести в эту матрицу этих пауков или этого роя уже ее известную бомбочку с вирусом на саморазрушение зла. И пусть по всей цепочке этих подключек эта система зла пусть идет и разрушает. Пусть каждый в человеческом облике, кто рожден как биоробот, а также другие сущности в любых своих формах, а также энергии, пусть заражают своих, и идет процесс на саморазрушение этого зла, на самоуничтожение. Получается у нее это сделать? Да, она делает. Посчитай, и оно так будет. Сейчас я посчитаю от 1 до 3. Она это сделает. 1, 2, 3. Получилось? Да, получилось. Это энергия. Я говорю, чтобы она своими высокочастотными энергиями Святой Вселенной, себя святой, потому что в то время она жила, ее душа вечна. Ей просто нужно пробудить эту генетическую память и вспомнить ту энергию и распространить ее по всем своим энергоканалам, по всем своим пространствам. Вот идет воздействие с правой стороны. Шлейф тоже к сердечной чакре. Сейчас я приказываю этой энергии показать символ или знак или слово, чтобы я узнала, кому это или чему принадлежит. Я хочу посмотреть, кто на том конце этой подключки, что там находится. Я вижу, что это эгрегор. Ага. Что за эгрегор? Это эгрегор какое-то общество. Снова вижу этих людей и снова слышу технократическое общество. То есть здесь задействованы люди, магия и технологии. Вот. И не будем уточнять, кто это притаскал в наше пространство, притащил, да? Угу. Хотя все и так знают. Я говорю Марии, что на самом деле, когда она это видит и осознает, это пропадает. Так работает эфирное пространство. Все, что осознанно, это принято, а все, что принято, оно проработано. Сейчас она может принять это как свою энергию, вложить в эту энергию этот вирус на самоуничтожение зла, на самоуничтожение техномагической этой технократии и отправить обратно эти все энергии вместе с этим эгрегором по всем этим цепочкам до самого основания, до самого центра этого зла. И пусть каждое существо живое, рожденное человеком, биороботом или другим существом в физическом обличии или в духовном, заражает таких же, как оно, и заражает эти энергии, и все энергии разрушаются. Отлично. Получилось? Я говорю,
Да, получилось. Я говорю Марии, что это ее пространство, пусть она поднимается в высшее пространство, а все это вокруг пусть она соберет. Все пространство с этими событиями и энергиями, чтобы она собрала в шар и выбросила в портал на утилизацию. Да, она это сделала. Я сейчас вижу, у нее появились крылья. Я говорю, чтобы она стерла со всех информационных полей все события, связанные с этими энергиями, с этими подключками. Ничего не было. Я вижу, как оно буквально рассыпается в эфирном пространстве. Как будто бы было и нет. Отлично. Сейчас я смотрю, что у нее возле уха. Возле правого уха. Да, что-то возле правого уха, как будто бы какое-то затемнение вот так в области среднего уха в голове. Что это такое? Там что-то жужжит. Я вижу какой-то странный объект. Оно похоже на искусственную пчелу. Она такая не как живая, а как будто бы она сделана. Как будто бы она игрушка. Это какой-то имплант? Оно у нее вот здесь находится, вот здесь. Оно крылышками вот так этими искусственными машет и жужжит. И подключечка идет вот куда-то вот так, идет вот туда, отсюда и к левой ноге. И там я сейчас рассматриваю, что внутри в ухе находится. Я вижу, что там такие какие-то сверлящие, как будто бы такой вот бур, который идет, энергии вот так вот вращаются. Я говорю Марии, чтобы она внимательно посмотрела на эти энергии, которые находятся в ее пространстве. Хочет ли она от них избавиться? Да. Я говорю, что она может этот бур развернуть. Пусть он вращается в противоположную сторону и выходит с ее тела. Пусть она его выталкивает своими чистейшими высокочастотными энергиями. Пусть она вкладывает, она знает, у нее уже есть этот для врага вирус, а это ее антивирус. И пусть, да, вот я вижу, эта жужжалка, крылышки отпали, и она падает, ее утягивает туда, в тот портал. Я говорю, чтобы она быстрее и быстрее закручивала эту энергию, и пусть она уходит вместе с тем вирусом, и пусть увлекает за собой этот вирус на саморазрушение этих структур чужеродных. Это Получилось как... это сделать? Да, получается, это, знаешь, похоже на что? Это похоже на процесс пищеварения. Это как человек как будто бы проглотил какую-то чужеродную субстанцию, которая не принадлежит человеку. Вот, и организм и это все включает механизмы на на вот это, как это сказать, на утилизацию этого чужеродного вещества и выталкивает. И при этом вырабатывает иммунитет. Иммунитет. Да. Сейчас я говорю, вот я вижу, что она... я говорю, чтобы она выходила на более высокие уровни, в более комфортное пространство для нее, и пусть наполнит всю свою энергосферу высокими вибрациями. Пусть она очистит
все свое сознание и подсознание от этих матричных структур. То есть она уберет эту, она знает, что мешает ее подсознанию иметь прекрасную связь с рациональной частью. Пусть она может убрать все преграды и избавиться от всего. Пусть она обратит внимание на все, что происходит в ее. Она знает все, и она умеет все. Со всех своих воплощений, со всех своих жизней в этом воплощении. Она может просканировать все свое пространство и наладить работу сознания и подсознания. Выйти на уровень душевности, на уровень духа. Сознание должно быть духовным, душевным, потому что чистая Вселенная очень добрая, очень нежная. Да, у нее, да, получается. Она сияет как свет, она находится в светлом пространстве сейчас. Я говорю, что она может информацию о своем освобождении передать своим детям, передать всем людям, с которыми она, вообще всем людям оставить информацию о своем освобождении в эфирном пространстве. Пусть берет каждый, кто хочет. Да, в открытом. Я вижу. Да, она оставляет информацию о том, что как легко пробудить свою генетическую память и достать из глубин своей генетической памяти вот эту энергию чистоты, святости, наполненности, радости, счастья, и вот эта безмятежность. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, она это сделает. 1, 2, 3. Да, это так интересно. Вот она делает, а когда ты сказал 3, она быстренько доделала. Это все происходит как будто бы в ускоренном темпе. И вот стало все готово. То есть мы как бы прокручиваем это время, потому что там нет прошлого и будущего. То есть мы как бы заходим в это будущее, а на физическом плане это может пройти у нас некоторое время дольше. А в эфирном, то есть программа уже изменилась и уже есть как есть. Отлично. Давай посмотрим, мешает ли ей еще что-нибудь. На счет 3 ты четко увидишь. 1, 2, 3. Ну, я вижу ее сейчас, у нее вот так вот как-то идут такие, как платье такое, как будто бы внизу какой-то круг. Вот невестам, как платье шьют, бывает такую проволоку на пышное платье внизу там. Вот у нее какое-то такое платье, только оно отсюда вот так идет, и почему-то такой красный цвет. Я ее вижу в образе китаянки. Интересно. Давай найдем тот момент, когда у нее появилось это платье. Давай на счет 3. 1, 2, 3. Ну, сейчас я вижу, что она как невеста, у нее очень красивые, интересно как-то фата, не вот на голове, а вот там такая красивая уложенная прическа, и она как-то вот снизу идет красиво. То есть я так полагаю, что это ее какая-то культурные
какие-то традиции или менталитет. Вот это что-то связано с китайской традицией. И я вижу, что это связано, потому что когда я только о чем-то подумаю, оно сразу появляется здесь. И я вижу, что я увидела такие, как будто бы какое-то насекомое, которое появляется и похоже один раз на саранчу, другой раз на лапки какого-то паука. И оно такие яйца, они белые яйца, как бы высиживает яйца. То есть я так понимаю, что это технократическая матрица из китайцев делает таких биороботов. Мгм. То есть они, роботизация идет. И когда я об этом подумала, я увидела вот эту матрицу, вот эти неправильные, разорванные такие фигуры геометрические, неправильной формы. И они идут, соприкасаются, то есть идет противостояние вот этих форм этим энергиям, которые развиваются, рождают сами себя рождают, то есть фрактальные энергии в виде фрактальных цветов и узоров. То есть вот эти узоры сейчас я вижу, которые мы видим на старых домах, в узорах, вот эти, как говорят, турецкие узоры, русские узоры старинные, Мгм. ну, славянские. У многих народов, древних народов есть память об этих энергиях, и они повторяют вот эти фрактальные структуры священной чистой энергии. Да, Там есть. как будто бы нет структуры. Да, я могу улетать сейчас. Хорошо. Вик, Возвращаемся к Марии. спроси Марию, хочет ли она избавиться от этого платья. Она говорит, я не могу. Почему? Зачем она ей? Она говорит, это часть моей жизни. Но я говорю ей, что человек может сидеть в тюрьме и быть свободным. Одно второму не мешает. Она может жить в стране, в какой хочет, и при этом ее дух может быть абсолютно свободным. Я говорю, что она может с этим платьем справиться, когда она захочет, потому что это все только ее воля. Нравится ли ей такое решение наше? Я говорю, что когда она захочет проработать эти все моменты, у нее хватит сил, энергии и воли. Она согласилась со мной. Сейчас она не готова отказаться, да? Нет. Ну, она не понимает. Она просто не понимает, от чего ей отказываться. То есть это постепенная работа. Фактически это не входит в цель нашего сеанса. Многие вещи мы можем просто показать, но когда человек потом будет осознавать, оно само будет разрушаться. Человек на самом деле сам может работать в своем пространстве. Хорошо. Когда Мария примет решение от него избавиться, она сама это сможет сделать. Да. То есть этот процесс уже пошел, и когда она только проявит волю, это все произойдет. Хорошо. Кроме этого платья, что-то ей еще мешает, держит ее? Она сняла его. Ты. Да, сняла. Она его бросила, и она вот так сняла, и вот она с правой стороны его вот так бросила.
и оно такое красное, и появились какие-то такие, как иероглифы золотистые, и оно ушло. Отлично. Отлично. Оно растворилось просто, Есть и ли она еще что-нибудь, смеется. что ей мешает? А сейчас она мне показала вот так вот руки. И я Что вижу, что у нее какие-то вот, где эти меридианы, они почему-то здесь такие, как черный туман. Я говорю, чтобы она показала, что это такое, что ей мешает быть абсолютно свободной. От рук я вижу, идут такие шлейф от левой, от правой в сектор колдовства. Это привязка к эгрегору. Я говорю, что она может наполниться, если она хочет избавиться от этого эгрегора. То есть я так понимаю, что это какие-то ритуалы или традиции, которые она использует. Я говорю, что она может сделать то же самое. Она может вытолкнуть все эти подключки, энергии. Да, она это делает, у нее прекрасно получается, очень красиво все видно. Ее собственные энергии высокочастотные, они просто растворяют это все, и она поднимается вверх. Я говорю, что она может почистить вот это все пространство и удалить из своего пространства этот эгрегор. Да, Отлично. он растворяется и просто осыпается, как пудра. Сейчас я вижу, что она поднимает руки вверх и наполняется каким-то совершенно другим светом, золотистым, и она начинает сиять очень сильно. Да, я говорю, что она может переходить в любые хорошие пространства, а это пространство, в котором были все эти события, она может отменить, сжать, как шарик, выбросить портал на уничтожение. Ничего не было. Закрыла она портал, все, она свободна. Больше ей ничего не мешает? Нет. Ну, скажем так, чтобы люди понимали, у нас это мы не прорабатываем очень глубоко психологические моменты. Это работа каждого человека, оно уходит само, когда человек начинает работать своим подсознанием, спрашивать его, прорабатывать, проживать эти моменты. Да, потому что нам подсознание постоянно дает эти подсказки, всплывают какие-то моменты, то ли обиды, то ли разочарование, то ли когда человек как-то себя не любил, какие-то ситуации. И нужно это прожить еще раз и принять это. Вот оно как есть, так есть. И тогда оно уходит само по себе. Цель наших сеансов – это выявить и помочь человеку избавиться от чужеродных программ энергии, то есть от того, что внедрено насильно, что не принадлежит самому человеку. И как бы цель нашего сеанса завершена, она достигнута. Отлично. Так, у нее было, у Марии 2 вопроса. После сеанса на второй день плохое самочувствие. Я думаю, это понятно, с чем связано. Угу. Так, и еще давай быстренько посмотрим обмороки с детства. Причина. На счет 3 ты видишь. Ну, я слышу нет, уже нет причин. То есть Всё. она отменила, и нам незачем это уже как бы возвращаться. То есть причины этих состояний были убраны на предыдущем сеансе. Отлично. Да. Она здорова, наполнена энергией. Она пробудила свою генетическую память. И сейчас осталось ей
перевести центр ее энергии из умственной части, рациональной, в подсознательной, чтобы подсознательная часть имела больший вес в ее жизни. То есть сознание должно быть духовным, а не технократическим. Мы живем в мире, где все по шаблонам, где все по правилам. Это как раз и есть та матрица, которая закрывает нас самих от нашего же подсознания. Но человек может сбалансировать это все и научиться жить чувствами, научиться чувствовать себя, чувствовать окружающий мир, чувствовать все. И тогда начинается осознание. Осознание – это начинается там, где начинается знание о себе. Это не те знания, которым нам дают эти захватчики, враги на разных школах, семинарах и так далее. Это не знание, это противоположное знанию. Оно чуждо, потому что все, что нам нужно, есть в каждом из нас. Спроси Марию, можем ли мы завершить работу для нее? Да. Отлично. Тогда, Виктория, проверь свое пространство, все ли чисто. Да, я все почистила. Можем выходить? Да. Хорошо. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя превосходно. 1, 2, 3.